Глава 1341. Истинная духовная чешуя. Естественно, Хань Ли мог позволить себе цену в 3 миллиона духовных камней. Хотя у него и были духовные травы, которые можно было бы продать за большое количество духовных камней, он определенно не стал бы продавать слишком много этих трав в течение короткого периода времени. В противном случае, если кто-то обнаружит, что он сделал это может доставить ему немало хлопот. Тот, кто только что сделал ставку, похоже, намеревался заполучить эту духовную кровь истинной жабы. Даже если он сделал ставку в 3 миллиона духовных камней, этого может быть недостаточно, но он определенно привлек внимание других. Кроме того, такого небольшого количества духовной крови было бы достаточно, чтобы он ознакомился с процессом изготовления духовной жидкости истинной жабы. На самом деле этого было бы недостаточно для изготовления духовного лекарства. Таким образом, немного подумав, Хань Ли решил не делать никаких дальнейших предложений. То, что Хань Ли уклонился от участия в торгах, не означало, что все остальные тоже собираются отказаться от него. Через несколько мгновений еще несколько человек сделали ряд предложений. Все эти люди, очевидно, были культиваторами поздней стадии божественной трансформации, которые отчаянно нуждались в духовной жидкости истинной жабы, чтобы преодолеть свои узкие места культивации. Обычный культиватор определенно не стал бы платить такую большую цену. После интенсивных торгов банка духовной крови истинной жабы была успешно продана первому участнику аукциона по астрономической цене в 4 миллиона духовных камней. Тот факт, что предмет был куплен по такой высокой цене, естественно, привлек много внимания, и многие из присутствующих культиваторов часто бросали взгляды на каменную комнату, пытаясь выяснить, кто там был. Однако их усилия, естественно, не дали никаких результатов. Следующие несколько предметов аукциона также были чрезвычайно редкими, и все они были важными ингредиентами для изготовления таблеток для культиваторов стадии пространственного закаливания. Хотя за эти предметы торговалось гораздо меньше людей, но цены были еще более ошеломляющими. Среди них был фиолетовый бесконечный плод, проданный почти за 10 миллионов духовных камней. Все культиваторы, которые впервые участвовали в аукционах такого рода, были совершенно ошеломлены. Даже ингредиенты продавались по таким потрясающим ценам. Если бы на аукцион выставили таблетки для культиваторов стадии пространственного закаливания, то насколько высоко поднялись бы цены, вскоре после этого все ингредиенты и секретные предметы были полностью проданы с аукциона. Пожилой мужчина в белом халате нежно махнул рукой, и 10 стоявших за ним культиваторш спустились с аукционной площадки. В то же время 3 культиватора в разных нарядах медленно вышли на платформу. Одной из них была женщина в лазурном платье, вторым был здоровый пожилой мужчина, а последним был ученый средних лет с набором утонченных черт. При виде этих трех легкое волнение пробежало по всему залу. Хань Ли едва услышал слово «оценщик» и сразу понял, кто они. Это были 3 оценщика, о которых говорил пожилой человек в самом начале. Основы культивации этой троицы уступали пожилому человеку в белом одеянии, все они были только на ранней стадии божественной трансформации. Тем не менее, их способность вызывать такой ажиотаж среди присутствующих культиваторов прекрасно показала, что они не были обычными людьми. Не успели эти мысли пронестись в голове Хань Ли, как пожилой мужчина в белом халате вежливо поприветствовал этих троих, а затем повернулся ко всем присутствующим культиваторам. Следующим на торги выставлены 3 самых драгоценных сокровища для этого аукциона, и их принесли господин Даосист Хан и другие. Первым сокровищем будут 3 чешуи истинного духовного черного цилин первозданного мира. Эти весы могут быть использованы для улучшения легендарной истинной духовной водяной таблетки или в качестве высокогарангового материала для изготовления духовных сокровищ с водяным элементом. Духовные сокровища, изготовленные с использованием этого материала, имеют определенный шанс попасть в список хаотических духовных сокровищ. Истинная духовная водяная таблетка может позволить любому культиватору ранней стадии божественной трансформации достичь средней стадии после употребления. Конечно, независимо от того, что вы захотите сделать из этой чешуи, вероятность успеха в изготовлении любого из них довольно мала, даже если поручить это дело мастеру. Однако, если кто-то купит этот предмет и захочет сделать из него духовное сокровище, я лично готов предложить свои услуги, со смехом объявил пожилой мужчина в белом халате, отступив за 3 оценщиков. Все культиваторы во второй каменной комнате резко вздохнули, услышав слова чешуя истинного духовного черного цилина. Все они смотрели на 3 оценщиков на сцене совершенно безмолвно. Напротив, все культиваторы, которые были чрезвычайно богаты, были в восторге, услышав это. Оказалось, что они приняли правильное решение дождаться нескольких последних лотов. Независимо от того, какими были последние 2 предмета аукциона, даже чешуйки истинного духовного черного цилина были достаточно ценными для них, чтобы делать ставки изо всех сил. Тем не менее, большинство из них планировали изготовить истинную духовную водяную таблетку. Напротив, использование чешуек для изготовления духовного сокровища казалось чем-то вроде пустой траты. Кроме того, единственными культиваторами, которые были заинтересованы в изготовлении духовного сокровища с помощью чешуек, были культиваторы, чье искусство культивации с водяным элементом.
Сердце Хань Ли также сильно дрогнуло от слов о истинной духовной водяной таблетке. Эта была таблетка, бросала вызов естественному порядку и могла мгновенно осуществить прорыв для культиватора на ранней стадии божественной трансформации. Это было то, что он отчаянно искал, и он почти мгновенно принял решение, что он купит эти чешуйки, несмотря ни на что. Даже если бы ему пришлось пойти на некоторый риск для достижения этой цели, это стоило бы того. Таким образом, на лице Хань Ли появился решительный взгляд. В этот момент женщина средних лет из 3 оценщиков вышла вперед. Она провела рукой по своему браслету для хранения, и перед ней появилась полупрозрачная нефритовая коробка размером примерно с фут. На ее поверхности сверкали руны, а также вспышки белого света, и было совершенно очевидно, что даже эта коробка не была обычным объектом. Женщина не нуждалась в дополнительном представлении от пожилого мужчины в белой одежде и положила палец на нефритовую коробку. Крышка коробки отскочила сама по себе, после чего оттуда вырвалось 3 полоски черного света и поднялись высоко в воздух. Однако женщина средних лет, казалось, ожидала этого заранее и просто спокойно сделала хватательное движение. Возникла невидимая сила всасывания, захватившая 3 полосы черного света и яростно потянув их вниз. 3 полосы черного света сделали круг в воздухе, показав себя в виде 3 черных чешуек размером с кулак, упав в руку женщине средних лет. Женщина положила 2 чешуйки обратно в коробку, а затем запечатала их ограничительным талисманом. Как вы все знаете, истинный духовный черный цилин является истинным духом элемента воды с самого рождения. Их чешуйки — лучшие материалы водяного элемента в этом мире, и они наиболее полезны для даосистов, которые используют искусство культивации элемента воды. Тем не менее, есть только 2 способа проверить подлинность таких чешуек. Первый из этих методов заключается в оценке духовной силы внутри чешуйки. Даже без дальнейшего усовершенствования эти чешуйки содержат удивительную духовную силу элемента воды, сравнимую с силой высокоранговых духовных сокровищ элемента воды. Говоря это, женщина средних лет впрыснула свою духовную силу в чешуйки, а затем взмахнула ей по воздуху. Внезапно вспыхнул синий свет, и на чешуйках расцвел цветок лотоса голубого цвета. Цветок лотоса был прозрачным и сверкал как бриллиант. Затем цветок лотоса сделал круг в воздухе и резко увеличился в размерах по приказу женщины среднего возраста, расширившись до размера человеческой головы во вспышке голубого духовного света. Его лепестки качнулись, и во все стороны разлетелись блики синего света. В мгновение эйка по всему залу распространилась чрезвычайно плотная ци водяного элемента. Находясь в одной из комнат, глаза Хань Ли вспыхнули и поднял руку, сделав хватательное движение. Одно из пятен синего света упало на его ладонь и сразу же исчезло. Хань Ли закрыл глаза и почувствовал, как прохладное ощущение быстро пронеслось по всему его телу, начиная с ладони. Когда он снова открыл глаза, выражение его лица было наполнено удовлетворением. Это действительно была чрезвычайно чистая духовная сила водяного элемента, и только чешуя черного цилина могла излучать такую силу. Не только Хань Ли, но и все другие культиваторы также были убеждены этим, испытав чистую духовную силу из-за проникшего в их тело синего блика света. В этот момент женщина средних лет щелкнула запястьем, и цветок голубого лотоса на чешуйках исчез. Пятна синего света, парящие по всему залу, также мгновенно исчезли. Она продолжила. Среди небесных истинных духов прочность чешуек цилина не уступает прочности даже самых могущественных истинных духов, таких как настоящие драконы. Даже если чешуйки потеряют большую часть своей прочности после отделения от тела цилина, ее все равно невозможно уничтожить обычными атаками. Когда ее голос затих, женщина подняла чешуйку в воздух. Шар черного света немедленно завис в воздухе совершенно неподвижно. В этот момент из рук женщины средних лет вспыхнул золотой свет, и появились 2 топора, каждый из которых был размером примерно с фут. Обе оси сияли золотым светом и излучали грозную ауру. Женщина с серьезным выражением на лице приказала топорам взлететь в воздух в виде полосок золотого света, а затем метнула их на чешуйку. Вслед за громким лязгом с поверхности чешуек вспыхнул черный свет, оттолкнув оба топора, оставшись при этом совершенно невредимым. Однако демонстрация на этом не закончилась. Женщина средних лет начала что-то петь, и столб лазурного пламени вспыхнул в воздухе, полностью поглотив чешую. Трехцветное лазурное пламя трибуляции, из зала раздалось несколько криков удивления, и многие культиваторы явно очень завидовали тому, что женщина могла использовать это пламя. Однако после того, как женщина прекратила использовать свое пламя, чешуйка, парившая в воздухе, все еще оставалась невредимой. После этого она произвела серию других атак, отличающихся друг от друга, но они были совершенно неэффективны на этой чешуйке. Последнее сокровище дьявольского Даа, которое высвободила женщина, выпустило клубок кровавого тумана, но оно не смогло разъесть чешуйки, и женщина, таким образом, завершила свою демонстрацию. Она подняла руку, приманив к себе чешуйку цилина, а затем снова вернула ее в нефритовую коробку, запечатав талисманом. Затем она сделала несколько шагов назад с коробкой в руках, не говоря ни слова.
В этот момент пожилой мужчина в белом халате снова вышел на сцену с широкой улыбкой и кратко сказал: «Три чешуйки истинного духовного черного целина имеют стартовую цену в 15 миллионов духовных камней. Каждая ставка должна подниматься не менее, чем на 1 миллион духовных камней. Вы можете начать торг. 17, 18, 20 миллионов». Цена на чешуйки быстро выросла с 15 до 20 миллионов одновременно. Многие из культиваторов, впервые посетивших этот аукцион, были совершенно ошеломлены этим и сразу же отказались от любых мыслей об участии в торгах. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, но в его глазах сиял намек на удивление. Он не думал, что на последних этапах аукциона все еще будет столько культиваторов, у которых останется так много денег. Однако он не спешил делать ставку. Он просто посмотрел на астрономическое число, продолжавшее увеличиваться, и сжал свои слегка сухие губы. Глава 1342. Обеспечение безопасности чешуек. Перед лицом трех истинных духовных чешуек десятки миллионов духовных камней были просто числами. Все хотели сделать прорыв с немедленным эффектом. В конце концов, культиваторам божественной трансформации было чрезвычайно трудно прогрессировать, и большинство культиваторов их ранга застряли на ранней стадии божественной трансформации до самой своей смерти. Чешуйки, по сути, обеспечивали спасательный круг, и все сразу же ринулись покупать их, пытаясь обезопасить себя. Однако, как бы отчаянно не хотелось заполучить эти чешуйки, они должны были осознавать свои пределы. После того, как цена поднялась выше 25 миллионов духовных камней, в торгах практически не осталось культиваторов. Фактически, осталось только трое. Один из них был тот же, кто только что купил духовную кровь истинной жабы, и его голос все еще был таким же ленивым, как никогда. Среди двух других голосов один был довольно резким и грубым, а другой приятным для ушей. Это звучало так, словно два оставшихся культиватора были пожилым мужчиной и молодой женщиной, соответственно. Цена на ставку поднималась на 1 миллион с каждой новой ставкой, быстро приближаясь к 30. Когда владелец этого ленивого голоса сделал астрономическую ставку в 30 миллионов, двое других культиватора немедленно замолчали. Казалось, что эта цена была уже выше того, что они могли себе позволить, поэтому им оставалось только сдаться. Все культиваторы подняли глаза на аукционную площадку. Там число на массивном диске медленно меняло цвет. Как только оно станет совершенно малинового цвета, это будет означать окончательную цену. 31 миллион, внезапно раздался незнакомый голос. Как только была сделана эта ставка, все культиваторы в зале на мгновение запнулись, а затем сразу же перевели свое внимание на каменную комнату, в которой находился Хань Ли. Оказалось, что даже при такой потрясающей цене все еще были люди, кто желал сделать дополнительные ставки. Хань Ли в этот момент сидел в каменной комнате со спокойным и собранным выражением на лице. 32. Внезапно раздался ленивый голос. 33. Хань Ли без колебаний сделал еще одну ставку. 34. На этот раз ленивый голос сделал ставку, немного помедлив. 35 миллионов. Многие из присутствующих культиваторов изо всех сил пытались оторвать свои челюсти от земли. Хотя это были настоящие духовые чешуйки, но такая смешная цена была слишком большой. Даже духовные сокровища, находящиеся на дне списка тысячи хаотических духовных сокровищ, стоили эту цену. 35. Товарищ Даосист Чи, я подозреваю, что у этого господина не так много духовных камней, и он только пытается причинить мне неприятности. Разве вы не должны оценить, действительно ли у него столько духовных камней? Внезапно сказал владелец ленивого голоса. Я обязательно проверю это лично при завершении аукциона. Однако до этого все будет развиваться как обычно. Пожалуйста, продолжайте, господа даосисты, пожилой мужчина в белой одежде просто ответил со спокойной улыбкой на лице. Он явно не хотел обидеть ни одного из участников торгов до того, как узнал их личность. Раз так, я не буду делать никаких дальнейших предложений. Я хочу посмотреть, действительно ли этот господин даосист может предложить что-то на сумму 35 миллионов духовных камней в качестве облигации. Владелец ленивого голоса, казалось, сильно расстроился и действительно воздерживался от участия в каких-либо дальнейших торгах. Таким образом, число на массивном диске стало малиновым, и пожилой мужчина в белом халате объявил Хань Ли новым владельцем трех истинных духовных чешуек. После этого пожилой мужчина в белой одежде и женщина с нефритовой коробкой подлетели к каменной комнате, где был Хань Ли. Вскоре они добрались до комнаты и остановились. Пожилой мужчина перевернул руку, выпустив лазурный медальон. Осторожно взмахнув им в сторону каменной комнаты, он вошел внутрь вместе с оценщицей. Войдя в комнату, пожилой мужчина кинул на Хань Ли быстрый оценивающий взгляд, а затем улыбнулся и сжал кулак в знак приветствия.
Ваше сокровище доставлено, господин даосист. Пришло время передать духовные камни. Если у вас есть что-то, что вы можете предложить в качестве облигации, госпожа Хи оценит ценность этих вещей и предложит скидки соответственные скидки. Если вы хотите, я также могу пригласить 2 других оценщиков, пожилой мужчина в белой одежде говорил довольно вежливо. Я доверяю вашим проницательным глазам, брат Чи, госпожа Хе. Вот, взгляните на это. Хань Ли взглянул на нефритовую коробку в руках женщины и взмахнул рукавом. Изнутри появилась небольшая парчевая коробка, приготовленная заранее. Пожилой мужчина в белом халате за свое время повидал множество сокровищ, поэтому он просто принял коробку со спокойным выражением лица и открыл крышку. По комнате сразу разнесся ароматный запах. Спокойная внешность сразу же рухнула при виде содержимого коробки. Тысячелетнее духовное растение. Старик вздохнул, оторвав взгляд от коробки. Затем он повернулся к Хань Ли со странным выражением в глазах. Сердце женщины также вздрогнуло, услышав слова «тысячелетнее духовное растение». Она сразу же подошла к пожилому мужчине и тоже заглянула в парчевый ящик. Внутри коробки, окутанной шаром белого света, лежала первозданная белая духовная трава, длина которой составляла несколько дюймов. На ее поверхности вспыхивали древние руны. Тысячелетние духовные руны. Это действительно похоже на тысячелетнюю духовную траву, но для подтверждения ее подлинности потребуется дополнительная оценка, сказала женщина медленным голосом, долго глядя на духовную траву. Это ваша область знаний, госпожа Хе, поэтому мне придется побеспокоить вас, чтобы оценить это сокровище. Пожилой мужчина в белом халате очень уважительно относился к женщине. Женщина кивнула, а затем приняла парчевую коробку, которую ей протянул старик. Затем она перевернула другую руку, и на ней появился тонкий зеленый нефритовый кипригель. Кипригель был около фута в длину, и на ее поверхности было вырезано более 20 своеобразных спиральных узоров. Глаза женщины вспыхнули, и она медленно поднесла кипригель к духовной траве в коробке. Еще до того, как зеленый кипригель вступил в контакт с духовной травой, он засветил белым светом, издавая небольшой звон. В то же время на нефритовом кипригеле загорелись своеобразные спиральные узоры, излучая пронзительный зеленый свет. После того, как на кипригеле загорелась 11-я и последняя вспышка света, спокойное выражение лица женщины наконец изменилось. Она внимательно осмотрела духовную траву в коробке, а затем сказала, это действительно тысячелетнее духовное растение, трава снежного змея. Ей примерно около 11 тысяч лет. Трава снежного змея довольно редкая, поэтому она гораздо более ценный предмет, чем обычные тысячелетние духовные растения. Я оцениваю ее в 7 миллионов духовных растений. 7 миллионов. Это примерно то, чего я ожидал. Есть ли у вас какие-либо возражения, господин даосист? Пожилой мужчина в белом халате кивнул и повернулся к Хань Ли. Я согласен с этой ценой. У меня также есть еще кое-что, что вы можете взять в качестве оплаты. Этого должно быть достаточно, чтобы заплатить за предмет с аукциона. Лазурный свет вспыхнул на запястье Хань Ли, и появились 4 нефритовые коробки, каждую из которых он бросил пожилому мужчине в белом халате. Пожилой мужчина махнул рукой, приманив к себе нефритовые коробки, открыв их одну за другой. В этом случае он изо всех сил старался сохранить спокойную внешность, но подергивание его века выдало его эмоциональную суматоху. «Это все тысячелетние духовные растения?» — спросил он слегка хриплым голосом. «Почему вы спрашиваете? Разве вы не принимаете такие духовные растения в качестве оплаты?» С улыбкой спросил Хань Ли. «Конечно, принимаем, господин даосист», пожилой мужчина в белом халате хмыкнул в ответ, но шок в его глазах был совершенно очевиден. Оценщица также была довольно скептически настроена к этому. Она поочередно оценила духовные растения в нефритовых коробках, после чего на ее лице появилось недоверчивое выражение. Сами по себе тысячелетние растения, естественно, не были так драгоценны, как истинные духовные чешуйки, однако у них было гораздо более практичное применение, поскольку они могли использоваться в качестве ингредиентов для изготовления широкого спектра таблеток. Таким образом, спрос на эти растения всегда превышал предложение. Кроме того, они также были чрезвычайно ценными, поэтому были даже следующей лучшей валютой, используемой на рынке, уступая только духовым камням. Возможно, магазины отказались бы от других товаров, но не было ни одного магазина, который бы отказывался от тысячелетних растений. Раз госпожа Хе проверила подлинность этих духовных растений, тогда эти 3 истинные духовные чешуйки теперь принадлежат вам, господин даосист. В глазах пожилого мужчины в белой одежде мелькнуло любопытство, когда он с широкой улыбкой передал Хань Ли парчевую коробку. «Спасибо», Хань Ли сделал хватательное движение, и парчевая коробка оказалась в его руках.
Он мельком взглянул на содержимое коробки и кивнул с довольным выражением на лице. Пожилому мужчине в белом халате было очень любопытно, откуда у Хань Ли столько тысячелетних духовных растений, но он не стал задавать эти вопросы. Он просто убрал духовные растения перед ним и, покинув каменную комнату, вернулся на платформу аукциона. Несмотря на то, что пожилой мужчина и женщина-оценщица провели довольно много времени в комнате Хань Ли, это время, естественно, было незначительным для культиваторов снаружи, которые часто медитировали по несколько месяцев. Тем не менее, все они сразу же обратили свое внимание на появившихся культиваторов. Все хотели знать, была ли сделка успешной. Будьте уверены, господа даосисты, сделка была успешной. Теперь мы перейдем к следующему предмету аукциона. Это духовное сокровище их списка тысячи хаотических духовных сокровищ, поэтому оно даже более ценно, чем истинные духовные чешуйки. Это божественное духовное сокровище — алебарда морского разрушения. Стартовая цена — 20 миллионов духовных камней. Пожилой мужчина в белом халате не раскрыл никакой информации, а Хань Ли, немедленно перейдя к объявлению следующего аукциона. Пожилой мужчина среди троих оценщиков шагнул вперед по его сигналу, вытащив из своего духовного браслета мерцающую синюю короткую алебарду. Культиваторы в зале, естественно, были чрезвычайно заинтересованы в этом сокровище. После того, как пожилой мужчина продемонстрировал некоторые из невероятных способностей алебарды, немедленно начался интенсивный торг. В этот момент внимание Хань Ли было сосредоточено исключительно на черной чешуйке в его руке. Казалось, он совершенно не был заинтересован в божественной духовном сокровище, предлагаемом снаружи. В конце концов, алебарда была куплена незнакомым культиватором по цене 35 миллионов духовных камней. Наконец настало время, когда должен был быть объявлен последний предмет аукциона. Глава 1343. Семейство истинных духов. Следующий предмет аукциона — это искусство культивации, которое когда-то использовал старшей стадии интеграции тела с невероятной репутацией. Возможно, немногие из вас знают имя этого старшего, но я уверен, что все вы слышали о непобедимых божественных игла Великого Джоу. Эта способность блестяще демонстрировалась во многих войнах во время сражений с чужеземными расами. Были выпущены различные издания этого искусства культивации, и есть даже существа из расы демонов, которые также культивировали эту секретную технику. Предлагаемое издание искусства культивации — самое первое издание, созданное в древние времена самим истинным лордом Пяти Духов, поэтому я верю, что мне не нужно подробно останавливаться на его огромной ценности. Самое главное, использование этого искусства культивации позволяет временно преобразовать свою магическую силу в другой элемент. Однако, для использования этой техники есть очень строгие условия. Во-первых, только культиваторы выше стадии зарождающейся души могут использовать это искусство культивации. Во-вторых, культиватор должен обладать пятиэлементным духовным корнем. Конечно, есть и некоторые другие необходимые условия, но эти препятствия не являются непреодолимыми, поэтому я не буду останавливаться на них подробно. Мы можем гарантировать, что искусство культивации полное, и участник, предложивший самую высокую цену, не будет разочарован. Я также хочу напомнить всем, что, хотя это искусство культивации является чрезвычайно мощным, среди тех, кто его использовал, только истинный лорд Пяти Духов достиг стадии интеграции тела. Не уверен, но, возможно, другие просто не смогли должным образом использовать искусство культивации или столкнулись с другими непредвиденными проблемами. В любом случае, большинство из них не продвинулись дальше стадии божественной трансформации. Однако мы знаем, что это искусство культивации способно достигнуть больших высот, о чем свидетельствует мощь истинного лорда Пяти Духов. Ладно, хватит пустых слов. Это искусство культивации известно как высшая иньянская мантра. Любые заинтересованные даосисты могут начать делать ставки. Начальная цена — 20 миллионов духовных камней, а минимальный подъем ставки — еще 1 миллион духовных камней. Мельком взглянув на пожилого мужчину в белом халате, вперед вышел ученый средних лет, вышел с улыбкой. Он достал из своего браслета деревянную коробку, внутри которой лежала мерцающая золотая нефритовая пластинка. Было совершенно ясно, что это было искусство культивации. Это было совершенно ясно искусство культивации. Непобедимая божественная игла Великого Джоу была поистине чрезвычайно известной способностью, и многие присутствующие культиваторы были чрезвычайно взволнованы, увидев такой легендарный предмет аукциона. Никто из присутствующих совершенно не обращал внимания на необходимое оглавление. В конце концов, только культиваторы стадии божественной трансформации и выше могли участвовать в этом аукционе, поэтому ограничение уровня культивации было не проблемой. Однако обладание пятиэлементным духовным корнем, которое было обязательным условием для достижения стадии пространственного закалки, было тем, к чему все стремились. Конечно, только небеса знали, сколько из них преуспеет в этом испытании.
Тем не менее, пожилой мужчина в белом халате очень прекрасно дал понять, что этим искусством культивации чрезвычайно трудно владеть, и что очень немногие люди даже смогли достичь стадии пространственного закалки с его помощью, так что многие отказались от участия в торгах. Хань Ли был одним из тех людей. Высшая иньянская мантра была чрезвычайно мощным искусством культивации, но из-за того факта, что ее так трудно освоить, Хань Ли сразу же потерял к ней свой интерес. С точки зрения силы, его искусство одновременной культивации как магической силы, так и усовершенствования тела определенно не уступал этому предмету аукциона. Кроме того, 20 миллионов духовных камней в качестве стартовой цены были слишком большими для него, чтобы подумать о покупке этой техники в целях новизны. Однако не было недостатка в присутствующих культиваторах, решивших, что обладают исключительными способностями, и они по-прежнему были весьма заинтересованы в этом искусстве культивации. Цена 20 миллионов духовных камней, естественно, не позволила некоторым людям принять участие в торгах, но после всего 2 раундов вдруг раздался холодный голос. 20 миллионов. Глаза всех сразу же расширились от услышанного. Участником торгов был никто иной, как человек, который торговался с Хань Ли за истинные духовные чешуйки. Мало того, что его высокая цена поразила всех культиваторов стадии божественной трансформации, но даже культиваторы стадии пространственного закаливания, которые были заинтересованы в этом искусстве культивации, больше всего замолчали. Всем было интересно, кто обладал таким невероятным богатством. Такое огромное количество духовных камней, скорее всего, было эквивалентно богатству культиватора средней стадии пространственного закаливания. Хань Ли также было любопытно, но этот вопрос не имел к нему никакого отношения, поэтому он не слишком задумывался об этом. Когда искусство культивации было продано, аукцион, естественно, подошел к концу. В тот момент, когда аукцион завершился, в каменных комнатах активировались ограничения. Хань Ли был телепортирован из своей комнаты и появился в коридоре за пределами аукционного зала. В коридоре в быстрой последовательности стали вспыхивать вспышки духовного света, поскольку другие культиваторы также были телепортированы туда один за другим. Однако все они по-прежнему были окутаны мерцающим серебряным светом, поэтому никто не смог узнать кого бы то ни было. Хань Ли, не обращая внимания на культиваторов вокруг, направился прямо к воротам зала высшего зенита. Аукцион уже закончился, но он не собирался возвращаться в каменную башню. Вместо этого он готовился покинуть высший небесный город и вернуться в свою пещерную резиденцию. Через полгода его должны были отправить на следующий патрульный пост, и за это время он должен был приготовить несколько духовных таблеток. В первую очередь, он должен был изготовить партию таблеток чистого нефрита. С постоянным запасом этих таблеток ему не придется беспокоиться о своей культивации в ближайшем будущем. Разумеется, он не собирался заниматься усовершенствованием истинных духовных чешуек в торопях. Сначала он собирался провести некоторые исследования, чтобы они не пропали даром. Выйдя из зала высшего зенита, Хань Ли пролетел над высокими городскими стенами и направился к бесплодной земле вдалеке. В этот момент в секретной комнате зала высшего зенита находилось 2 человека, окутанных множеством ограничений. Один из них был доброжелательно выглядящим стариком в белых одеждах, стоявший с руками за спиной и с уважительным выражением лица. Это был тот самый ведущий аукциона, пожилой мужчина по фамилии Чи. На каменном стуле перед пожилым мужчиной сидел красивый молодой человек в пурпурных одеждах. В углу его губ была яркая красная родинка, особенно привлекавшая внимание других. Старший сказал с уважением: «Не волнуйтесь, мой господин, хотя этот человек использовал секретную технику, чтобы скрыть свои черты, глаза фиолетового света вашего слуги могли с легкостью видеть сквозь маскировку. Могу совершенно точно сказать, что высшую иньянскую мантру купила женщина. Однако она не выглядела как на тех портретах, что вы мне дали. Напротив, вид ее был отвратительным. Широко известный великий мастер изготовления магических инструментов города высшего неба называл себя скромным слугой перед лицом этого молодого человека. Если бы другие культиваторы в городе видели это, у них бы челюсти отвисли до пола». Услышав это, на лице молодого человека появилась легкая улыбка. «Должно быть, ты ошибся, старик Чи. Культиваторша, способная предложить такое огромное количество духовных камней сразу, чтобы купить искусство культивации, должна быть из семьи Е или семьи Гоу. Как и наша семья Лун, обе эти семьи являются истинными духовными семьями, происходящими из древних времен, и истинные духовные кровные линии, передаваемые в этих 2 семьях, могут наследоваться только женщинами. Мы контролируем аукционные дома во всех 3 человеческих регионах, но они имеют контроль над удивительным количеством высокоранговых рудников духовных камней. Однако со временем наши семьи уменьшились, и очень немногие из них решаются активно действовать во внешнем мире, поэтому всегда было секретом, какую истинную духовную родословную они унаследовали. Похоже, что одна из семей, скорее всего, унаследовала родословную Небесного Феникса, которая является одной из самых могущественных родословных в мире духов, точно так же, как настоящая родословная драконов нашей семьи. Члены этих малоизвестных истинных духовных семей в самом деле скрывались в городе высшего неба в течение некоторого времени.
уверенно проанализировал молодой человек. У вас блестящий тактический ум, мой господин. Высшая иньянская мантра чрезвычайно важна для людей с небесной линии Феникса. В конце концов, только высокоранговые техники культивации, использующие все 5 элементов, могут полностью активировать родословную небесного Феникса. Как думаете, она знает, что это искусство культивации — огромная ловушка, установленная нашими предками в древние времена? Пожилой мужчина в белой одежде усмехнулся. Хе-хе, мы и не можем сейчас представить мудрость наших предков. Если бы не тот факт, что истинная родословная дракона гораздо сильнее в моем теле, чем у наших предков, эти старые ублюдки из нашей семьи не стали бы оказывать мне поддержку. Чтобы не вызывать подозрений у нашей цели, мы даже выставили на аукцион наши чешуйки черного цилина и алебарду. Наши разведчики также преднамеренно передали эту информацию членам истинных духовных семей заранее. В противном случае наш план не прошел бы так гладко. К счастью, сокровища принесли хорошие цены, и за одно из них даже удалось заполучить 5 тысячелетних духовных растений, так что мы не понесли слишком серьезных потерь. Кстати, ты выяснил происхождение культиватора, который приобрел истинные духовные чешуйки? Спросил молодой человек. Мой господин, как ты знаешь, я могу только 3 раза в жизни использовать глаза фиолетового света. Я не осмелился использовать последнюю возможность для кого-то другого. Я только почувствовал, что он не был культиватором стадии пространственного закаливания, и что его основа культивации была только стадией божественной трансформации. Однако он, скорее всего, у него есть не только 5 этих тысячелетних духовных растений. Неужели он из семьи Жуань? Родословная семьи Жуань впечатляет, но они действительно лидеры человеческой расы, когда дело доходит до выращивания духовных растений, задумался пожилой мужчина. Возможно. Если этот человек действительно из семьи Жуань, то пусть так. Семья Жуань — это настоящая духовная семья, преданная высшему небесному монарху, поэтому сейчас мы не можем позволить себе возиться с ним, нахмурившись, сказал молодой человек. В самом деле, мой господин. Хотя наша семья не боится 3 императоров, не стоит делать одного из них нашим врагом только из-за нескольких духовных растений, с энтузиазмом кивнул старик. Внезапно у молодого человека возникла мысль, и он обратился к пожилому мужчине с доброжелательным выражением лица, сказав: используя свои духовные глаза фиолетового света, ты, должно быть, повредил твою базу культивации, верно? После того, как я позабочусь о своих делах здесь, я проведу для тебя церемонию кровавого жертвоприношения, чтобы повысить твою базу культивации. Спасибо за вашу доброту, мой господин. Пожилой мужчина поспешно поклонился ему в знак благодарности. Молодой человек с удовлетворением кивнул, а затем задумался о чем-то. Несколько дней спустя Хань Ли достиг горных хребтов, где находилась его пещерная резиденция. В 500 километрах от нее 2 человека сражались в напряженной схватке друг с другом. Глава 1344. Мастер 1000 сокровищ и бусы 1000 драконов. Брат Цзин, почему ты следовал за мной всю дорогу до этого места? Я сделал что-то, чтобы обидело тебя. Тот, кто говорил, был тем человеком, кто сражался с Хань Ли за духовную землю, а его противником был толстяк по фамилии Цинь, с которым он общался за пределами небесного нефритового павильона. Эти двое, казалось, были в относительно хороших отношениях, но теперь они были готовы начать сражение. Конечно, нет, брат Вэн. Я просто случайно тоже пролетал мимо этого места, и я увидел, что ты остановился здесь, поэтому я решил поприветствовать тебя, толстяк ответил с невинным выражением лица. Ты пролетал мимо и решил поздороваться со мной? Думаешь, я умственно отсталый? Кто решится отправиться в такое укромное место без причины? И если ты хотел поздороваться, то зачем ты преследовал меня почти 10 тысяч километров, используя технику сокрытия, скрывая свое присутствие? Недовольным тоном спросил мужчина. Ха-ха, мне также показалось странным, что ты прилетел в такое место. Зачем лететь сюда, вместо того, чтобы остаться в своей собственной пещерной резиденции и культивировать? Если я правильно помню, это та духовная земля, за которую ты сражался, но проиграл, толстяк хитро прищурился. Разве я обязан тебе что-то объяснять, брат Цзин? Лицо мужчины стало мрачным. Не нужно злиться, брат Вэн. Я здесь, чтобы напомнить тебе о том, что у этого участка духовной земли уже есть владелец. Я боялся, что ты сделаешь нечто безрассудное и навлечешь на себя неприятности, которые не сможешь исправить. Что ты пытаешься найти в этом месте? Может, я бы смог помочь тебе, если бы ты мне рассказал. Толстяк намеревался разобраться в этом. Человек холодно зарычал и больше ничего не сказал, но в его глазах мерцал злобный свет. Внезапно позади толстяка вспыхнул зеленый свет, и из воздуха появилась тонкая зеленая нить. Нить тут же превратилась в массивную зеленую сеть, спускавшуюся к толстяку.
Весь процесс был совершенно беззвучным, и толстяк, похоже, не заметил, что что-то не так, продолжая оценивать человека с поддельной улыбкой на лице. Выражение лица мужчины осталось неизменным, но внутренне он был в восторге. Он тайно призвал в руку полупрозрачный синий летающий кинжал, скрытый в его рукаве, готовясь убить толстяка этим кинжалом, как только он будет пойман сетью. Однако, когда сеть находилась всего в нескольких десятках футов от головы толстяка, неожиданно произошел удивительный поворот событий. Рядом с волосами толстяка появилась вспышка золотого света, превратившись в огромную золотую руку, с грохотом поймавшая зеленую сеть. Золотой и зеленый свет переплетались друг с другом с причудливым потрескиванием. «Это ты, старый дьявол Цзин?» Как и следовало ожидать, ты действительно пришел, старый дьявол Мин. Из зеленого и золотого света практически в унисон раздались два разных голоса. Первый голос звучал удивленно, а второй — спокойно и самоуверенно. Сразу после этого и массивная золотая рука, и зеленая сеть разлетелись в разные стороны. Духовный свет отступил, раскрывая крошечного зеленого змея и миниатюрную человекоподобную фигуру, ростом всего лишь в полфута. Маленький змей был ничем иным, как воплощением, принадлежавшему мастеру человека по фамилии Вэнь. Миниатюрная человекоподобная фигура была в золотой даосистской мантии с миниатюрным деревянным мечом за спиной. Его лицо также было скрыто темным светом, из-за чего было невозможно разобрать его настоящую внешность. Однако можно было почувствовать, что этот человек был пожилым. Ты используешь технику расщепления души. Ты даже использовал духовное воплощение, чтобы избежать своей следующей трибуляции. Ты не боишься, что если что-то пойдет не так, ты не сможешь превзойти свою следующую трибуляцию? Холодным голосом спросил зеленый змей, осматривая миниатюрную гуманоидную фигуру. Хе-хе, тебе не нужно об этом беспокоиться, господин даосист Мин. Мастер Тысячи Сокровищ был чрезвычайно известным могущественным существом в свое время, и его сокровища были широко известны среди обеих рас. Если смогу получить 2 или 3 из них, мне можно будет не волноваться о моей следующей трансцендентной трибуляции. Ты ведь тоже послал сюда воплощение, не так ли? Миниатюрная человекоподобная фигура усмехнулась. «Ты знаешь о мастере Тысячи Сокровищ?» Воскликнул зеленый змей. Тем временем толстяк и человек с фамилией Вэнь стояли в стороне с уважительными выражениями на лицах, не осмеливаясь вмешиваться в этот разговор. «Ты не знаешь, как я получил эту информацию. Однако ты можешь быть уверен, зная, что ты и я — единственные, кто знает об этом. Невозможно, чтобы кто-то еще узнал об этом. Как насчет того, чтобы объединить наши усилия по поиску сокровищ, предложила миниатюрная человекоподобная фигура. Что скажешь? Если бы у тебя были какие-то конкретные указания, стал бы ты работать вместе с нами. У меня нет полной уверенности в деталях, но этого достаточно. А у тебя есть какая-либо информация по этому поводу, брат Мин? Продолжила миниатюрная гуманоидная фигура. Ты мне угрожаешь. Голос зеленого змея сразу же стал холодным. Я бы осмелился на это. Я просто предлагаю сотрудничество, это означает, что я намерен помочь тебе в поиске сокровищ. Как только мы их найдем, мы поделим их равномерно между нами, что укрепит нашу дружбу. Разве это не беспроигрышная ситуация? Человекоподобная фигура поспешно покачала головой и взмахнула руками. Ты. Ха. Кто-то идет. Зеленый змей хотел яростно возразить, но выражение его лица внезапно изменилось, и он резко повернулся в определенном направлении. Миниатюрная гуманоидная фигура тоже взглянула в том направлении, и выражение ее лица также стало мрачным. Похоже, что вернулся владелец этой земли. Ты должен принять решение о нашем сотрудничестве, господин даосист. В противном случае, если что-то выйдет из-под контроля и старые монстры города Высшего Неба прознают об этом, и все наши усилия пропадут даром. Согласно правилам города Высшего Неба, все сокровища, обнаруженные на участке духовной земли, принадлежат ее владельцу, серьезным тоном сказала миниатюрная человекоподобная фигура. Зеленый змей несколько раз изменился в лице, но в итоге смиренно вздохнул и сказал: «Хорошо, я согласен на сотрудничество на данный момент, но мы определенно не сможем разделить сокровища равномерно. Конкретные условия обсудим в другом месте. Мы больше не можем оставаться здесь». Я слышал от своего ученика, что, хотя владелец этого участка земли только культиватор на стадии божественной трансформации, он обладает довольно сильным духовным чутьем. Нужно позаботиться о том, чтобы он нас не обнаружил. Ха-ха, это все, что мне нужно было услышать. Идем. Миниатюрная человекоподобная фигура кивнула с довольным выражением на лице и по взмаху руки выпустила маленький фиолетовый зонт. Зонт осторожно пронесся по воздуху, после чего превратился в полосу фиолетового света. Фиолетовый свет окутал и себя, и толстяка, после чего они исчезли. Это фиолетовый кленовый зонт.
Не думал, что ты стал бы брать сюда такое могущественное духовное сокровище. Похоже, ты действительно хорошо подготовился. Давайте тоже уйдем из этого места, зеленый змей. Немного помедлив, открыл пасть и выпустил маленький пятицветный флаг. Флаг развернулся на месте, превратившись в пятицветное облако, которое, окутав их двоих, скрылось в земле и исчезло. Тишина и покой возобновились, как будто здесь ничего не было. Некоторое время спустя вдали показалась полоска лазурного света, внутри которой был молодой человек с ничем не примечательным лицом. Этот человек был никто иной, как Хань Ли. Полоска лазурного света летела высоко в воздухе. Сделав несколько кругов, Хань Ли завис в воздухе. Оглядевшись, на его лице появились следы недоумения. Он только что обнаружил следы духовных колебаний Ци. Несмотря на то, что они были очень слабым и исчезли в одно мгновение, он не мог ошибиться. Миниатюрная человекоподобная фигура и зеленый змей, которые были здесь ранее, оба были культиваторами пространственного закаливания, но в конце концов они оба были воплощениями. После культивации техники великого развития духовное чутье Хань Ли было гораздо более сильным, чем у культиватора стадии божественной трансформации, и лишь незначительно уступало таковому на ранней стадии пространственного закаливания. Таким образом, несмотря на то, что они действовали очень быстро, Хань Ли все же обнаружил, что что-то не так. Таким образом, он ускорился в несколько раз, но опоздал. Хань Ли раскрыл свое духовное чутье, чтобы осмотреть местность в радиусе нескольких сотен километров вокруг него, но все безрезультатно. В результате выражения его лица мгновенно стало мрачным. После паузы в воздухе и долгого размышления Хань Ли внезапно хмыкнул и метнулся в свою пещерную резиденцию в виде полоски лазурного света. В этот момент зеленый змей и золотая человекоподобная фигура были уже за тысячи километров, поэтому они, естественно, не знали, что их присутствие уже обнаружили. В настоящее время они находились на уединенной горе, обсуждая детали своего сотрудничества. Как только Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию, он сразу же активировал ограничения поблизости и пробрался в одну из комнат изготовления инструментов. Он провел там 3 дня и 3 ночи, и когда он снова вышел из комнаты, в его руках была восьмиугольная пластинка, переливающаяся серебряным светом, и множество разноцветных нефритовых бус размером с горошину, которые он убрал в свой браслет для хранения. Нефритовые бусы выглядели очень гладкими, и на них были вырезаны одна или несколько серебряных рун, каждая из которых была вписана в скошенный серебряный текст. Это был особый тип сокровищ, изобретенных Хань Ли, известный как бусы тысячи драконов. Он разработал это сокровище после того, как использовал талисман, опираясь на половину страницы золотого нефритового тома. Эти сокровища не были сложными и не обладали никакими атакующими или защитными способностями. Однако они были чрезвычайно полезными поисковыми устройствами, и каждый шарик мог вести наблюдение на участке радиусом в несколько десятков километров. Если в зоне наблюдения появятся какие-либо духовные колебания Ци, Хань Ли сможет определить его приблизительное местоположение, используя свою пластину формации, даже на расстоянии сотен тысяч километров. Конечно, такие меры наблюдения нельзя было установить, просто закопав эти шарики в землю. Мало того, что они должны были быть помещены в специальную формацию заклинаний, место, куда они будут закопаны, должно было иметь пластину формации в качестве ее центра. Таким образом, они могли бы резонировать друг с другом, но для этого требовалась массивная формация. Что касается того, насколько большим должна быть формация, это, естественно, зависело от количества бус тысячи драконов, которые Хань Ли собирался установить. При обычных обстоятельствах, если бы кто-то попытался провести наблюдение за всем участком духовной земли, только требуемые расходы на камень духа были бы совершенно астрономическими. Даже при огромном богатстве Хань Ли, если бы надзорная структура такого рода действовала бы постоянно, уже через несколько лет весь запас духовных камней Хань Ли был исчерпан. Глава 1345. Появление молнии. Хань Ли проверил некоторые ограничения в городе высшего неба, где использовался скошенный серебряный текст, и обнаружил, что, хотя некоторые из этих ограничений имели схожие способности с его бусами тысяч драконов, они определенно не были такими миниатюрными и скрытными. Таким образом, хотя эти сокровища были просты в изготовлении, они были действительно уникальными. Конечно, упомянутая здесь простота была относительной. Если бы не информация на той половине страницы золотого нефритового тома, у Хань Ли не было бы возможности изготовить такое сокровище. Пока Хань Ли был в мире людей, он также хотел изготовить набор этих сокровищ, но, к сожалению, один из основных необходимых материалов было невозможно найти в мире людей, поэтому ему пришлось отказаться от этого плана. Когда он был на рынке в городе заходящего солнца, он непреднамеренно обнаружил этот материал, и он был не очень дорогим, поэтому он решил приобрести все материалы, необходимые для изготовления этих бус.
Оглядываясь назад, это было мудрое решение. Поскольку он уже знал, что люди на его духовной земле что-то замышляют, он, естественно, не мог просто оставить все как есть. Независимо от того, какие меры он собирался предпринять, его первоочередной задачей было наблюдение за этими людьми. Покинув свою пещерную резиденцию, Хань Ли закопал бусы тысячи драконов глубоко в землю в соответствии с определенной схемой, где его пещерная обитель была центральной точкой. При его нынешней скорости ему потребовалось менее полдня, чтобы установить ограничения на протяжении почти 2/3 всего участка духовной земли. После этого Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию и установил формацию в одном из залов, а затем поместил восьмиугольную пластинку в центре этой формации. Затем он вложил несколько десятков высокоранговых камней в землю вокруг формации и наложил несколько заклинаний для ее активации. С негромким звоном на пластине формации стали появляться вспышки белого света, после чего над самой пластиной всплыл слой серебристого света. В слое этого света непрерывно вспыхивали пятна белого света. При виде этого Хань Ли кивнул с удовлетворенным выражением на лице и отправился в свою секретную комнату. Он не знал, кто проник на его духовную землю, но они, скорее всего, имели какое-то отношение к культиватору, с которым он сражался за духовную землю. Без каких-либо конкретных доказательств, Хань Ли не собирался делать что-то безрассудное и решил сначала изучить ситуацию из тени. Теперь он готовился осмотреть эти таинственные узоры молний, а также изготовить другие талисманы со скошенным серебряным текстом из половины страницы золотого нефритового тома. Конечно, за это время он успел изготовить духовные таблетки, в том числе таблетку чистого нефрита. Войдя в секретную комнату, Хань Ли закрыл за собой дверь. Затем он сел в центре нее, скрестив ноги. Он поднял руку и вынул из своего браслета нефритовую пластинку, золотой платок и бусину. Сначала Хань Ли ввел свое духовное чутье в нефритовую пластинку, а затем стал тщательно изучать молниеносные узоры. После этого он погладил золотой платок и, на мгновение задумавшись, подбросил его в воздух. После этого Хань Ли внезапно открыл рот и выпустил багровый огненный шар прямо в золотой платок. Вспыхнул золотой свет, и огненный шар погас, но платок остался совершенно невредимым. Хань Ли поднял брови, указав пальцем на платок, запустил туда прозрачный ледяной шип. Столкнувшись с платком, ледяной шип также рассеялся, превратившись в ничто. На лице Хань Ли появился след на удивление. Неужели этот платок был невосприимчив к силе 5 элементов? После этого Хань Ли щелкнул пальцем, выпустив золотой меч Ци. В этот раз платок с легкостью был разрезан пополам, а затем превращался в множество тонких золотых нитей, которые практически сразу же исчезали. Хань Ли слегка нахмурился и покачал головой. Затем он перевел свое внимание на золотой шарик в руке. Сила молнии в этом шаре казалась чрезвычайно изменчивой. Час спустя в секретной камере внезапно раздался невероятный взрыв. Стены комнаты внезапно разрушились, хотя они были усилены многими слоями ограничений. Дуги золотой молнии, толщиной с чаши для риса, вздымались в воздухе, словно были тысячами и тысячами золотых змей, танцующими в ярком золотом свете. В этот момент из самого центра золотого света раздался оглушительный звон. Затем появилась маленькая угольно-черная гора, и она начала излучать темно-серые лучи. Как только серый свет пронесся по воздуху, все золотые дуги молнии исчезли, вместо этого приняв форму золотого молниеносного змея, смешавшись с эссенцией божественного света. Молниеносный змей отчаянно боролся, пытаясь сбежать. Хань Ли сидел у подножия небольшой горы, скрестив ноги, в центре области с радиусом около 10 футов. Помимо этой области, которая осталась совершенно невредимой, повсюду в секретной комнате бушевали дуги золотой молнии, разрушив ее. Это выглядело так, как если бы Хань Ли сидел на вершине столба посреди гигантского кратера, создавая чрезвычайно своеобразное зрелище. Хань Ли посмотрел на маленькую гору и золотого молниеносного змея, а затем, оценив его окружение, на его лице появилось ликующее выражение. Сила молниеносной бусины увеличила силу божественной дьявольской молнии более чем в 10 раз. Если бы я не установил барьер эссенции божественного света для собственной защиты, я бы пострадал от своей же собственной силы. Если я смогу создать еще несколько таких бусин, мне не понадобятся другие сокровища, эта бусина с легкостью сможет убить противников моего ранга. Пробормотал про себя Хань Ли с взволнованным выражением в глазах. Тем не менее, в отношении силы молнии у него, казалось, было нечто большее, чем просто бусина божественной дьявольской молнии. Хань Ли внезапно пришла в голову мысль, и он, открыв рот, выпустил лазурного света. В лазурном свете парил крошечный старинный котел, и это было не что иное, как небесный котел. Хань Ли немедленно положил руку на голову, после чего с макушки вырвалась полоска мутного серого света, окутав золотого молниеносного змея, пойманного в ловушку маленькой горой, потянув его вниз.
Золотой молниеносный змей был совершенно бессилен противостоять и сразу же упал к Хань Ли. Затем Хань Ли указал пальцем на маленький котел, зависший перед ним. Со звоном крышка слетела сама по себе. Затем серый свет насильно втиснул молниеносного змея в котел и исчез. Затем Хань Ли махнул рукой в сторону небольшой горы вверху и втянул ее обратно в свое тело. Небесный котел он пока не спешил убирать. Вместо этого он позволил ему парить над головой. Хань Ли осмотрел хаотический беспорядок вокруг и, нахмурившись, поднял руку, чтобы вызвать массивную марионеточную обезьяну около 20 футов ростом. Он ввел пучок своего духовного чутья в марионетку и оставил ей инструкцию по ремонту секретной комнаты, а затем отправился в другую секретную комнату. Небесный котел парил позади него. Войдя в другую секретную комнату, Хань Ли снова сел, а затем махнул рукой в сторону небольшого котла. Небесный котел метнулся к нему по его приказу. Из котла вспыхнул блестящий лазурный свет, и он резко увеличился до 10 футов. Хань Ли щелкнул пальцем в сторону котла, и котел издал слабый ляск. Со вспышками ударов грома в котле шар серебряного света, размером с человеческую голову, начал выпускать удивительные дуги электричества. Тем временем котел непрерывно урчал, и казалось, что внутри него скопилось огромное количество шаров молнии. Это была не что иное, как золотая и серебряная двухцветная небесная молния, которую Хань Ли принудительно извлек во время своей незначительной небесной трибуляции. Эта молния не уступала силе божественной дьявольской молнии, и у Хань Ли было ее огромное количество. Таким образом, было бы достаточно материалов, чтобы Хань Ли смог поэкспериментировать с усовершенствованием большего количества молниеносных бусин. Хань Ли глубоко вздохнул, а затем щелкнул 10 пальцами по шарам молнии, выпустив поток своего духовного чутья. Шары серебряной молнии с грохотом превратились в бесчисленное множество серебряных нитей молнии на фоне грохочущих грохотов. Время шло быстро, и словно в мгновение ока Хань Ли полгода провел в уединении в секретной комнате. В этот день пластина восьмиугольной формации, установленная ранее, внезапно начала издавать звенящий звук. В то же время она засветилась ярким серебряным светом, и в воздухе появился экран серебряного света. Двери секретной комнаты мгновенно распахнулись, и в нее ворвалась полоска лазурного света. Свет отступил, раскрывая Хань Ли в золотых и серебряных одеждах. Халат был довольно прост по дизайну, но на его поверхности переливались золотые и серебряные руны, придавая ему необычайно яркий внешний вид. Хань Ли недоверчиво перевернул руку, призвав набор лазурной одежды. Затем, надев ее, он полностью скрыл двухцветную одежду с рунами. Затем он шагнул вперед в формацию и бросил взгляд на серебряный экран света. В одном углу светового экрана внезапно появились 4 пятна света разных цветов, каждый из которых медленно двигались к центру серебряного экрана. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, но он продолжал внимательно изучать серебряный экран. Тем не менее, выражение его лица стало мрачным, увидев, что 4 блика приближаются к его пещере. 2 часа спустя 4 световых пятна внезапно остановились на расстоянии около 1000 километров от его пещерной резиденции. Затем они разъединились и начали перемещаться по окрестностям довольно бессмысленно и нерешительно. При виде этого Хань Ли погладил себя по подбородку, а потом внезапно взмахнул рукавом. Оттуда мгновенно вырвалось около дюжины золотых прожорливых жуков, просвистев изнутри зала и вылетев за дверь. Тем временем Хань Ли еще раз бросил взгляд на экраны, покинув вернулся в секретную комнату. Он снял лазурную мантию, раскрыв показать эту двухцветную одежду. Он нежно погладил подол халата пальцем, и на его лице появилась улыбка. Пока Хань Ли усовершенствовал эту молнию, он израсходовал почти всю небесную молнию в небесном котле. Эта мантия была наполнена более чем 10 типами рун с изображением молнии, и если бы они все были активированы одновременно, они могли бы высвободить необычайную силу. Этого было достаточно для того, чтобы Хань Ли сделал это своим новым козырем. Хань Ли также усовершенствовал около дюжины молниеносных бусин, и если бы он активировал их все разом, даже культиваторы пространственного закаливания, скорее всего, пришлось бы бежать прочь. Таким образом, Хань Ли за короткое время стал намного сильнее. Обдумав ситуацию какое-то время, Хань Ли снова надел свою лазурную одежду, а затем провел рукой по браслету, вызвав белый нефритовый талисман размером с ладонь. Это была не что иное, как половина страницы золотого нефритового тома.